Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 15-й выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Продолжаем победоносной поступью идти по квестам «Каратель», и сегодня в планах закрыть как минимум очередную часть. Поэтому сегодня мой адрес не дома, не улица, мой адрес локация таможня. Жека, Дэдди Змей, Эрик, Вулпс, DreamX, Антоша, Йохан и Лигдар. За финансовую поддержку вам огромное спасибо. Тем, кто ищет компанию для совместной игры или клан в Таркове, хочу порекомендовать вам отряд ОМОН. Готовы ли вы выйти на новый уровень игры? Этот проект колоссально расширит ваши игровые возможности. Тут вы можете найти команду для рейдов на любой вкус и цвет, инструкторов и шерпов, всегда готовых помочь новым игрокам, розыгрыши, которые обогатят ваш схрон, а также уникальную систему званий. Мы с радостью приглашаем именно тебя. Помни главное, у нас ты найдешь то, что так долго искал. Сомневаешься? Если ты решил действовать и достичь успеха в игре, отбрось все сомнения. Изучи наши преимущества, познакомься с новым миром возможностей. Удачи тебе и до встречи в отряде ОМОН. Ссылки на анкету и дискорд ОМОНа будут в описании под видео. Всем приятного просмотра. По убежищу у нас готово освещение максимального 3-го уровня. Устанавливаем. Также у нас обогрев готов, построен. Тоже, кстати, максимального уровня. А в верстаке я варил себе аккумуляторы. 5 штук должно было свариться. Один мы сейчас спустим на авторем, а оставшиеся 4 потом на вентиляцию запустим. Сразу закрываю авторем. Славно начать денек с закрытия авторема, да? Квеста какого-нибудь висяка. Сегодня у нас на повестке дня каратель, конечно же, часть 3. 10 я всего настрелял. На таможне нужно еще 15 по карателю, и по бомжу с Полихима нужно еще 13, получается. Поэтому идем на таможню однозначно. И именно туда сегодня я намылился. Вот такая АКС-74У будет моим орудием труда сегодня на таможне. Я даже сохранил себе сборку на тот случай, если вдруг откисну. Пока денежка есть, она не такая уж и дорогая эта сборка. Погнали на таможню, 17:35. Под вечер пойдем, страхую Ксюху и наушники по тряпкам оставим пока все как есть, короче. Настрелять как можно больше диких. Я рассчитываю минимум человек на 8-10. Посмотрим, где заспавнюсь. Хотелось бы где-нибудь на краешке карты, в гаражах или на заводской территории. Было бы вообще неплохо какое-то время переждать самый кипиш, самый жаркий период начала рейда, и потом спокойно уже идти по локации и смотреть места появления диких. О, неплохо, неплохо я появился. Нормальный такой спаун. Как раз сейчас, пока все туда-сюда, я здесь с краешку посмотрю. И здание с дырявой крышей можно поглядеть. В общем, время поначалу немножко потянем. Может, сразу и рюкзак себе полный наковыряю. Вот так ЛЦУ себе поставим. Покушать. Опачки, нифига. Блин. А, это дикий. Это дикий. Ёперный театр. Ты слышали, алло? Ты чё кошмаришь так жестко? Нифига, он передо мной прям появился. Во даешь, копоти. Я думал, ЧВК, отвечаю. Ну хорошо, хорошо, повезло, нормально, нормально. Значит, один есть. Осталось 14. Пока вроде как тихо на локации, поэтому есть основания полагать, что тихий получится у меня рейд, и это здорово. Мне такой рейд как раз сейчас и нужен. Чтобы как можно больше диких успеть перестрелять. О, М67. Заберем. Надо. Это нам надо.
Болтики. Там плюс 6, нормально. Что тогда? Я, наверное, еще стримерскую посмотрю. Да и можно будет обход делать по локации. Довольно тихо все это дело. Меня это устраивает. Вот и возня пошла какая-то нездоровая. Ну что, таможня, запела, да, адской музыкой, разными нотами и калибрами. Это, по-моему, где-то на крыше снайпера примерно. Это вроде бы снайпер с крыши стрелял. Где-то в том районе. Там у него СКС может быть. Нет, что-то я туда пока не пойду, наверное. Что-то как-то... ЧВК мне не нужны, не то чтобы я там не хотел с ними сталкиваться. Ну, как бы, да, я не хочу с ними сталкиваться, это раз. А во-вторых, они же там диких всех перестреляют сейчас. Пусть они тогда уже идут по своим делам. Раз они в ту сторону карты пошли, значит нам по пути... Мне, получается, можно с той стороны со скал посмотреть, КПП. И нормально. Давай, наверное, так и сделаем. Сейчас, мы своих диких всегда найдем. Ой, мамочки. Ты чё? Все, заагрился, не вариант тут выходить, он прям в прицеле будет сидеть ждать. Прямо с этой стороны. Здравствуйте. Половина мимо. Во, он уже друга своего раскидывать собирался. Смотри, Тозик у него староканил. Хе-хе, хорош. ПСочки. Не пойдет. Что-то лишнее выкинул. Тушняк заберем. Тушняк, сушняк, это сейчас вкусное все дело. Похоже, что никто здесь и не появился даже, прикинь. Вообще тихо. Не, я не вижу и не слышу никого. Они бы уже, наверное, загорелись. Ладно, давай тогда на скалы. Сейчас со скал посмотрим. Мы как раз посмотрим, что там со снайпером на крыше. Это раз. Во-вторых, мы посмотрим, что там на заводской территории. Да, там не всю территорию видно, но... Тем не менее, высоко сижу, далеко гляжу. И там обзорчик гораздо и поинтереснее будет, чем я по низам там буду ходить. Интересно, здесь диких вообще не появилось ни одного. Я тут рассчитывал пару-тройку сейчас скосить сразу. Жаль. И заправочку можно будет глянуть. Что там по поводу диких, как дела обстоят. Снайпера не вижу. На заправке тихо. На территории вон ходит.
Да, сюда ходят двое. Ух ты, ёп. Да ну нафиг. Неужели это дикий так наяривает? Ничего себе. Ну ЧВК бы. Или он где-то под трубой здесь сидит, слушай. Они бы не дали ЧВК просто так там ходить, где-то сидеть. Да, непонятно. Ладно. Ну раз там дикие ходят по территории, как у себя дома, давай тогда туда и направимся. Нам же нужны дикари. Локация прям поет о том, что Дис, давай, газуй. Делай свое дело. Таможня дает добро, как говорится. На убийство диких. По-моему, это обычный дикий просто по мне начал пилить. У Хантера такой хлесткий звук. А, двери закрыты все, смотри, ничего, не серьезно, никто здесь не лутался, никто не ходил. Хотя ничего и нет. Может, они как-то это, удаленно? Руки длинные, может, или магнит какой? Ничего особо интересного не видать. О, БТ, пойдет. Нам такие патроны нужны. Сразу патрон, что получше. Зарядим. ВПшки так, на десерт оставим. Оп, ножнички заберем. Что это, он лежит там? Или что это? Труп? Да, это трупец на крыше лежит. Ну вот, я же говорю. Я же говорю, кто-то стрелялся там с ним. Все, понятно. Скорее всего, ребятки дернули уже в другую сторону к себе. Точнее, по своим делам. Так что все нормально, можно выдвигаться. Сейчас тут еще стромерскую можно будет глянуть. $328. Что он дает что-нибудь? 1050 может стоит. 40. Мне бы 306 от западного крыла найти было бы хорошо, чтобы не покупать его. А то он, зараза, квестовый. И за один квест покупать там за 300, за 200 тысяч один ключ. Желания не особо много. Хотя, с другой стороны, пока мне не горят квесты от терапевта, так что можно и повременить. Сейчас в первую очередь надо будет мне каратель. Каратель и егеря надо раскачивать незаметно. Будем работать в основном на прапорщика и на егеря. О, вот это интересно. Это где, интересно, бомбят? Да хорошо так лупят. Это не заводские случайно? О, это что такое? Для СВД, говорит. Еще какие-то плюшки. Интересные. Ладно, не буду я, короче, тут тратить время. Там что-то возня какая-то. Мне сейчас опять там всю малину обгадят. Всех ботов перебьют, и я потом ничего не успею сделать. Мне же надо диких стрелять. Я что-то опять схватился. Времени уже предостаточно прошло, я думаю. Стрельба где-то на заправке. С этой стороны аккуратно сейчас внедримся. Те, кто на заправке, пусть там по той стороне и педалят. Вон он где.
Да, это был Дикий, оказывается. По мне, он тоже то же самое, он с Хантера стреляет. Затарился. Ну, это наш клиент, однозначно. Теперь понять бы, где второй его друган. Тут они вдвоем же лазили тут. Там чуть дальше где-то. Ага, слышу его. Тебе пизда, ты понял, блядь? Вон он, сука! В лицо выдержал пулю опять, БТшную. Дикие, из чего ваши бошки? О, слушай, зато я его убил под эффектом боли. Он стрельнул по мне. А вот и второй черкаша где-то. Я сейчас квест, что ли, закрою? О, ништяк. Квест, путь выживальщика закрыт. Нормально, нормально. Все, теперь можно, короче, и применять. Где моя шина? Шина? Вот, оказывается, что надо-то было. Надо, чтобы было что-нибудь сломано. Вот так и живем, пацаны. Где-то пытался, старался что-то сделать, да? Бегал, прыгал. А он сам по себе сделался. Все, понятно, там Дикий, оказывается. Все хорошо. Это хорошо. Я так, чисто пощупать. А на трубе, по-моему, труп лежит там. Так, сразу докидаем патроны. Ну что, на старую заправу можно будет сходить как вариант. На старой заправе тоже, возможно, есть дикари. Сейчас мы посмотрим тогда старую заправку. И здесь перемахнем через 9 на новую заправку. Я по той стороне не хочу ходить. Где база решала и прочие вот эти прелести, гадости. Во-первых, там сам решала, может быть. Во-вторых, там открытая дистанция, такие большие, открытая местность. Прям разгул, раздолье для снайперов. Или хотя бы для тех, у кого оружие нормальное. У меня таксюха, коротышка, она поинтереснее на более коротких дистанциях. Да и брал я ее не для того, чтобы через всю карту стрелять. Сейчас попялимся, тут осмотримся. О, еще одна. Тут эти классные полки, между прочим. Тут Акума спавнится, нет-нет. Аккумулятор автомобильный. На соседней слева полке, где гранату нашел, там наушники частенько спавнятся. Бывает такое. Так что принимайте к сведению, как говорится. Ну что там, есть парни-то? Да должны быть. Старые часто Дикие лазят. Один. И где-то Карифандру его должен быть. А лучше 2. Хорошо. Второй. Интересно, третий будет. О, РП. На Ксюху. Рукоятка заряжания. Плюс 1 эргономики сейчас появился. Бумажник. Планшет с документами здесь может спавниться на столе, да? Но, похоже, не сегодня. Я понимаю, что это не частый такой спаун. Это скорее больше исключение. Брамет мы использовать как раз будем для тарковского стрелка. Скоро-скоро откроется. Там есть одна теория. Если делаешь оружейника 5-го, после него открывается тарковский стрелок. Там как раз 5-й оружейник связан со снайперкой.
Ну, больше никого. Чего у нас? Вот, туда-сюда бегал, прыгал и уже насобирал полный мешок хабара. Нормальный такой хабар. Кедр. Еще и нулевый, новенький. Сушняк мы любим. Употребим его. А можно и тушенку схавать сразу. Смотри, у меня и энергии, и воды мало. Да будет метаболизм. Приятного. Вот и место чуть-чуть освободилось. Так, тогда на новой я одного точно слышал. После этого стрельбы там не было, значит он там до сих пор. А уже солнце к закату. Надо пошевеливаться. А то по темникам буду ходить, опять негатива насобираю в комментариях. А на общагах уже уехали парни. Хорош, хорош. Там 13-м что там? Ну давай. А 13-й все нормально. 13 работает. О, попить. Ить, не получилось. Опа, все нормально. От таблеточек жахнем и колой сверху зальем. Хотя зря я так часто употребляю эти таблетки. Дурная, если честно, привычка. Из-за этого у меня жизнеспособность вообще никак не качается. Ага, стоит за колонной. Один, и там что-то бубнил кто-то. Заводские, не? Нет, не заводские. Круто. Вот это я уже, вот это уже поприятнее, когда трое сразу в пачке. Чего охраняли тут, пацаны, рассказывайте. ВД-40, еще ВД-40. Нам такое добро не нужно и не интересно. Так, что у нас еще осталось-то там? Еще впереди у нас автобусная. Еще впереди у нас перекресток. ВСРФ. Стройка. О, вот это вот я бы забрал. Смотри, это, во-первых, место нам сэкономит. Во-вторых, мы это продадим еще дополнительные бабосики. И наш клиент как раз подтягивается там. Когда мы заберем? Ой, а фак. Пойдет. Что по патронам? О, сушняк он принес, красавчик. И 366, смотри, патроны у него. Тоже заберем.
Во. Все, домой заберем. Может, за 10 тысяч. Пофиг, рискну, этих тоже гляну. Надо было все-таки картоху мне застраховать, да? Что-то я сейчас бы вот в эту переоделся бы, а та бы мне вернулась картоха. Картоха сейчас интересный бронежилет, но... Если я сейчас этого карателя... О, давай АКМ лучше заберем вместо кедра. Если я сейчас этого карателя закрою и бомжа с Полихима, а я их закрою рано или поздно, то мне надо будет по следующему карателю постоянно в бронежилете... Ой, в жилете Дикого двигаться. Там картоха не подходит, там не вариант. Предлагаю глянуть КПП. Если там тихо, то дальше переходить. Ключей нет. Зато вон Дикий сидит, по-моему, да? Что-то не пойму я, он живой или что с ним? Как-то, бро. А, во, теперь он погиб, по-моему. Не? Что там у меня вообще, кстати? О, да я почти сделал, смотри, бомж 2 осталось. Бомж 2, а каратель 4. Все. Круто. Так я, оказывается, уже заканчиваю квесты. Нифига себе. Я думал, еще человек 7. Нормально, нормально. Сейчас мы пока до выхода дойдем, как раз и найдем этих 4. Че? Во, один на решетке уже повис. Точно. Все, 3 осталось. Ребята, все идет к тому, что я сейчас закрою карателя. Только надо поаккуратнее, не как в прошлый раз. Здоровье до 6 улучшен. Не лечился нифига. Просто ходил туда-сюда. Опа. Так, бомж с Полихима готов. Осталось еще 2, и я закрываю карателя. Сегодня похоже, что мой денек все-таки, да? Удачный рейд, я попался. Так, где тут мне проскочить день? Здесь, наверное, да? Пук. Сейчас мы здесь на перекрестке поглядим. Перекресток ВСРФ. Если здесь добьем, то и выйдем где-нибудь. Пацаны, пацаны. Какой красивый трассирующий. Прилетел-то ему первый. Все, последний остался, парни. Здравствуйте. А, все, вижу. Есть мой клиент. Только он снайпер, правда. Сейчас мы как-нибудь поудобней выскочим. Чтобы и он не дотянулся. И, блин, тут... А, во, вижу. Оуч. Понял. Не базарю. Давай сам как-нибудь там. Ладно, давай на ВСРФ тогда посмотрим. Нафиг бы он мне сдался там. Все, они когда на тебя уже заагрены, уже не вариант с ними там
той же позиции выглядывать. Завалят и не спросят, как звали. Вот. Есть. Все. Пацаны, квест завершен. С ударом. Жесткий паря. Что там по патронам у него? Может, что интересное? Нет, 8. Не пойдет. Слабенький патрон. Не продать, не использовать. Давай тогда молочка жахнем, да и все. Что там у нас работает? О, прожектор горит на ВСРФ, пацаны. Так что вообще здесь сейчас и выйдем. Возмездие. Все. Там и лежи. Опа. Фига ты, мышь. Засел, блин. Не видно, не слышно. А давай его позырим, что? Квесты все равно уже засчитаны. Выход выживания не обязательно. Даже если им что? Даже при самом плохом. Да нет, тут нормально. А что забрать не могу? Подождите, подождите. А, у меня походу 3 этих. Да, у меня 3 бумажника было бы. Можно только 2 с собой таскать. Тут открыто. Вот и бинтик обновим. Все отлично, я выхожу. ВСРФ работает, 2 квеста закрыты с первой попытки. Блин, рейдище просто огонь. Обожаю такие рейды. Полчаса ушло на то, чтобы завершить 2 квеста, 10 тысяч опыта. Очень вкусно. И очень много диких, 17 голов настрелял. Круто. Все, закрываю каратель, 25 диких настреляли и зашибись. Теперь за Ксюху можно не трястись, переходим к следующему карателю. Бомж с Полихима тоже же надо будет закрыть. Здорово то, что карателя с бомжом с Полихима удалось совместить. Это прям вот, ах, кайф. Сейчас бы представь, еще пришлось бы идти на таможню. И опять 25 человек убивать. Каратель, часть 4. Здесь, ага, барсы у меня уже готовы. Все 5 ножей мы сразу предоставляем. Ну и что, уничтожить бойцов ЧВК на побережье в Балаклаве любой и жилете Дикого. Раньше в предыдущих вайпах было все окей, в плане том, что жилет Дикого можно было использовать любой, какой таскали дикие. Но оказалось, что это не об сложности перевода, а оказалось, что это на самом деле баг. Теперь нужен конкретно жилет Дикого, который зеленый, маленький. Ну и любая балаклава. И убить диких в лесу, используя дробовик 12 калибра 10 штук. Все понятно. Закрываем путь выживальщика. Раненый зверь. 3 диких добил. Состояние болевого шока. Я так и рассчитывал, в принципе, что он сам по себе выполнится. Можно было бы его попридержать, потому что он стрессоустойчивость плюс уровень дает. Но мне нужно открыть другие квесты. Надо качать как-то егеря. Путь охотника, охранка. Убить на заводе. Убить бойцов ЧВК на заводе в районе офисов 6 человек. Понятно. Путь выживальщика, крепыш. Убить диких в лесу в одном рейде, не используя медицину. 3 надо убить. О, кстати, мы его сейчас с карателем и совместим. И путь выживальщика, хладнокровный. Убить бойцов ЧВК выстрелами в голову, находясь в состоянии тремора. Оружие, дистанция не имеет значения. Так что может быть совместим с каким-нибудь тарковским стрелком или что-нибудь в этом духе. Начинаются вот эти вот квесты садистские у егеря. Хоть стой, хоть падай. В награду за выполненного карателя прапор дает мне ДВЛ 10. Она как раз кстати будет, потому что я сегодня планирую 5-й оружейник закрыть, а там как раз сборка ДВЛ нужна. Сайга не продается, вообще 0. Мурка 153 тоже не продается. А давай чисто по приколу с МР-133 просто прогуляемся, раз уж она продается. Сейчас что-нибудь сляпаем с нее. Как в той песне, я его слепила из того, что было. Будем ориентироваться не по прицелу, потому что там планка тоже не продается. Продается за 150 тысяч, манал я ее. Для прицела, которая... Купил самый мощный, самый яркий ЛЦУ, будем по нему ориентироваться. Медицину, наверное, сразу в мешок спрячу, чтобы на автомате я ее машинально сейчас активирую, нечаянно, и все. Итак, в лес 11:56, к полудню ближе, застрахуем, наверное, Мурк. Да, я думаю, застрахуем, потому что не факт, что я за один забег сделаю.
Потом собирать ее опять что-то. Лень. Так как прицела нет, будем работать чисто по ЛЦУ. Планы простые. Выходим на локацию, ищем диких, ищем способ подобраться к ним поближе, убиваем и все, уезжаем домой. 10 диких мне надо настрелять. Я пока грузился, до меня дошло, что мы никуда не уедем, я же бабки забыл. Денег нет, но вы держитесь. Блин, а у меня спавн такой хороший спавн, ё-моё. Вот мне бы сейчас, знаете, по-хорошему как было бы сделать? Мне бы сейчас убить 3 диких, уехать с локации. И потом снова загрузиться просто, да и все. И спокойно уже, используя медицину, добить остатки. Не все так просто. Вечно что-нибудь да забуду. Потому что я привык, что у меня в подсумке лежит планшет. В этом планшете всегда дежурные 7-10 примерно тысяч лежат у меня. Что тогда на вышку сотовую? Сотовая вышка. Заброшенная деревня. Потом коттеджи. Там как пить дать 3 я по этому пути, по этой тропинке настреляю. Вот там бы выйти по-хорошему. А может быть у денег сейчас найдем у дикого какого-нибудь. Так что рано страдать. Сейчас все нормально будет. Сгуха. Сейчас мы еще и мешок добра себе насобираем. Жетончик. Вкусный, интересный раньше бартер был на эти GP. Чуть ужесточили условия. Сейчас я вообще не вижу в нем смысла. Либо продаю терапевту, либо на барахолке, если там больше предлагают, с учетом комиссии. Так, ну что тут у нас? Есть что кто? О, сушняк. Да чё ты, давай открывайся. Приперся кто-то. Кто приперся-то? Дикий? Скорее всего, дикий. Пошел куда-то, пошел. Ну куда ты пошел? Подожди. Ты же мне нужен. Пойдет. Не, ну не так все плохо, как казалось бы, да? Непривычно, конечно, с ЛЦУ фигачить. Но работает, убивать можно, и это хорошо. 206-я комната. Квестовый ключик. Но этот квест мы уже давным-давно закрыли. Это один из первых квестов. Так, что там ты? С подругами, нет? Где твои кореша? Что-то в соло он, походу, да? Все сам да сам. Тушенка. Блин, да, тут жрачки просто обожраться, опиться и валяться где-нибудь под елкой. О, цепочку золотую вижу под раскривушкой.
Значит, теоретически здесь и какой-нибудь лев может, да, заспауниться? Не? Пойдем на затопленный хутор, на старый. В самом хуторе может быть дикий, а то и два. Там за церковью еще есть местечко такое, там есть хата с палаткой внутри. Вот туда бы я хотел заглянуть. Дикие могут тоже ошиваться. Как вариант. Сила до 6 поднялась. Надо еще парочку, как минимум. И потом хоть трава не расти. Чё нафиг, блин, никого нету, что ли? А как квест сделать? Как жить-то? Как квест-то делать? А там войнушки, как всегда, да, на лесопилке? Ну ничего, придет время, и мне придется сюда ходить. Я сейчас ключ карты от лаборатории за диких редко хожу. Ключ карты вообще ни одной нет, а егерю надо будет 2 штуки сдать. С галкой нужны будут. Их в аккурат можно будет с боссов попробовать стянуть. Светлоозерских, с этого, с штурмана. Что-то фигня какая-то, тишина полная. Надо же, ни одного дикого здесь на затопленном. Я думал, так не бывает. Ладно. Давай палатку проверим. Сумку. О, присадочка. Это хорошо. Ну и все, пошли тогда в коттеджи. Там искать диких. Что-то тихо тут. Так, тут кто-то лазит. А вот кто? А, это дикие, отлично. О, куда исчез? Бро. Бро, ты куда провалился, что ли? Или что с тобой? Что за хрень? А, вот он. О, вот так надо было сразу. Но не убил. Так один и висит. Живой еще. Готов? А, второй внутри. О, это другая новая была, кажется.
Красота. Квест «Путь выживальщика» закрыт. Можно его сдавать. Ну, правда, если не использую медицину. Я не знаю, если я сейчас ее использую, то подпортится квест или нет. Блин, что-то я этот момент как-то... Фиг его знает. Ну да ладно, что мне? Мне тогда терять вообще тут нечего, получается. Будем дальше тогда ходить искать. Были бы бабки, честно говоря, я бы сейчас сел бы на мост. На тачку, точнее, на мосту. И все, и уехал бы восвояси. Ух ты! Пестели! Пожрем? Сок есть. Сейчас как раз место освободим. Да и все, мне до конца рейда хватит этого. Славного Питалова. А все уже. Вот и наелся и напился. Ух, Хантер там хлещет где-то. Где-то под скалами. Ну чё тогда, на ту сторону, на старую территорию будем валить сейчас незаметно. А, тут еще же, подожди, коттеджи. Что-то я даже куда разогнался, я даже ту рупу не посмотрел. А, этот посмотрел, все нормально. Сумка на другой локации, то есть куртка висит. У тебя что, товарищ? Фонарик с тараканем. Ножик. О, опять этот ключ. От временки. Это был, когда тебя не было, капец. Который раз уже эта фигня. Блин, опять тут жратвы немерено. Просто. Даже в сарае жрачка. Плюс морфи. Не то, ПБМ. Ох, мать моя женщина, забыть 14. Вот я тип. У меня выход вообще в другой стороне оказывается. Ё-моё. Офигеть, это мне что сейчас придется через всю эту возню? Фиг с ним. Один квест закрыли, уже хорошо. Значит, уже по карателю надо будет не 10, а 7 диких убить. Это же хорошо. Не буду тогда использовать вообще медицину на всякий случай, чтобы не профукать еще и квест. Прям до талого буду рубиться. Пусто. Еще наверху сумочка была. Газанище. Где тут третий не притаился, ваш дружище? Все двери закрыты, походу нету тут больше никого. Можно будет в районе 16 ЗБ потереться, посмотреть округу. Там диких может быть наспавлено. Штуки 3 там ходит обычно. И на МЧС можно будет двинуть.
Выход выживания с локации мне не обязательно, но, конечно, хотелось бы вынести добро. Как-никак. Пойдем на старую территорию. Давай. 16 работает. Ну, возможно, в эту сторону как раз к выходу и идет этот Калашников. Под скалами там себе путь расчищает. Ну, давай, чеши. Под скалами смотреть уже не вариант. Значит, там зачистили. Ну, давай здесь сейчас поглядим и на МЧС. Под скалы тогда не пойду. А там еще и босс, что ли? Со свитой. СВД стреляет. Да ну, серьезно, нету никого. А я рассчитывал, если честно, на эту поляну. А ну, вон оно как. Я на этой поляне и не один квест, кстати, доделывал. Постоянно дикие здесь терлись. Что-то в этот раз тихо как-то. Может быть, они там за скалой сидят, но... Пусть сидят дальше. Пойду на МЧС схожу. Вот и рублики подъехали. Ни в одном диком рубле не оказалось. Поэтому мне придется... Блин, твою мать. Нет, автомат туда ушел. Поэтому мне придется после МЧС давать большой крюк почета. Опа. Двое. Есть, я попал по нему. Готов поспорить, попал. Понял, принял. Что-то я не в тему. Прицела-то нет. Бэги. Еще впереди кто-то жахнул с 12-го калибра. Чё за нахрен? А 12-й калибр, кстати, как дополнительное оружие теперь у Светлоозерских. Там кипиш сильный. Я туда не пойду. Я теперь через воду даже не пройду. Ядрёна вошь. Так, на скалах тоже слышал. СВД и Калашников слышал. Что с вами делать-то, пацанчики? Опа. Бам, попал. Я попал по нему. Инфа-сотка. У меня даже навык владения прокачался. Ну и ладушки, что, не подпускают пацанчики меня. Ну и не надо меня подпускать, я пошел тогда. Хотя куда пошел? Че я там сейчас пойду? Там сейчас Светлоозерские, наверное, меня пасти будут, да? Ну не меня конкретно. На стреме. Да и рубились они, наверное. С кем еще? С ЧВК. Ты, да пофиг. Мне нужны дикие, я пришел за дикими. Дикие на МЧС. Пошли на МЧС. Подойти бы как-нибудь к ним аккуратно. Может, с низины вот отсюда. С воды. Рискнуть. Рискнуть. А то что-то... С той стороны они капец поляну пасут жестко. Да пофиг, давай здесь внедримся. Сдохну так сдохну. Хрен с ним.
Твою мать. Я в рубашке родился. Офигеть, они ни разу еще не попали. Ни дробинкой. Так, 4-й отъехал. Вот это уже интересно, вот это уже интересно. Здесь зато смотри, ой, еще труп лежит. Здесь смотри, сколько и укрытий тебе, и маневрируй, лавируй туда-сюда. Люблю квесты с дикими. Вот здесь где-то сидит. Ща порву тебя нахуй, сука! О, погиб, походу, от кровотечения типчик. Я ж говорю, я попадал по кому-то там. А, нет, живой. Бам. Где? А, 6, нифига. Это был 5-й, 6-й, походу, от кровотечения изогнулся все-таки. А, ну да, вот он перед массеткой, а тот за Нет, это не я убил, тут кровь у него вон. Или он помер. А, не-не-не, вот лужа крови, вот он. Красавчик. Нормально, нормально. 6 осталось 4 всего завалить. Вот. Чуть-чуть клювом прощелкал и все, получил в челюсть. Я его, блин, не заметил сразу там в кустах. Я думал, он чуть дальше, там где-то на парадке. Да и ладно. Завершаем путь выживальщика Крепыш. Все-таки не использовал я медицину, и квест мы можем этот закрыть. Это здорово. И принимаем визит вежливости от егеря квеста. Этот квест на берегу. Нужно будет найти дом председателя, рыбака и священника. Поехали, оружейник, часть 5. Первое, что нам нужно будет найти, это прицел оптический с дальностью в 2000 метров. Для этого можете смело залетать сразу на барахолку, открывать оружейные части, функциональные моды, прицелы заходите и в оптику заходите. В оптике во всем списке только один прицел, насколько я знаю, в 2000 метров дальность у него. И это... Где он тут? А, вот Night Force 73556, 2000 метров. Мне посчастливилось его найти в рейде, а тут он стоит под полтинник. Дальше, по этому прицелу фильтр по связи, находите самое дешевое крепление для него. Если прокачан хоть чуть-чуть егерь, то можно у него приобрести. У меня отношения ни о чем с егерем, поэтому я беру за 16 кусков. Ставим крепление, ставим оптику. Больше полдела сделано. Дальше нам нужен тактический блок. Для этого поиск по связи по цевью выполняем. И пошел. Функциональные, световые, комбинированные. Нам нужен тактический блок Holosun. Этот блок я находил в рейде, так что покупать я его не буду. Все, ставим блок. И последнее условие. У нас 6621. Нам надо меньше. Снимаем магазин, но нам не нужен, не забудьте это сделать. И оружие готово к сдаче по квесту. Переходим к механику, сдаем ДВЛ и закрываем оружейник, часть 5. Награда за этот оружейник более чем приятная. Больше 200 тысяч деньгами, рублями. Опыта отсыпет, ну и плюс канистру с топливом отвалит. Это круто. По следующему оружейнику, часть 6, нам нужно будет модифицировать R11 RSAS, но займемся мы этим уже в следующем выпуске. Не хочу все в кучу просто сваливать. Все работает как положено. Тарковский стрелок открывается у нас теперь у егеря за счет того, что мы 5-й оружейник сдали. Тарковский стрелок, часть 1. Убить диких с расстояния более 40 метров, используя болдовые винтовки с механическим прицелом. То есть в оптику смотреть нельзя. Можно использовать любую болтовку. Раньше, кстати, эти квесты нужно было выполнять только с винтовки Мосина. Заряжаю вентиляцию 3-го уровня. Тут докупить кое-что надо будет по предметам. Остальные все условия у меня уже выполнены. 10 часов к следующему выпуску будет готово. То же самое проделываем с безопасностью. Тоже тут чуть-чуть по мелочи докупить. Никсер 4 проводочка. По остальным условиям все четко. Тут 17 часов понадобится для улучшения. Но в любом случае к следующему выпуску будет готово. А все это делалось только ради того, чтобы была возможность запустить генератор 3-го уровня. Правда, тут еще нужно будет механикой прокачивать. Но зато как только его прокачаем, нужно будет только докупить нужные предметы. И гену тоже до 3-го уровня улучшения запустим. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем приятных предстоящих выходных, приятной игры, удачных рейдов и хорошего настроения. Спасибо за вашу поддержку, за пальцы вверх. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.